Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Добро пожаловать ко мне на канал. Я живу в Турции, в городе Измире, и сегодня хочу вам рассказать немножко о некоторых законах Турции. В Турции большинство случаев развода ребенок остается с папой, если папа этого хочет, и если папа, конечно, не тунеядец какой-нибудь безработный. Так что, мои девчульки, когда вы ходите сюда замуж, вы должны подумать о том, чтобы у вас что-то было за спиной. Например, я вот по профессии парикмахер с 10-летним стажем, я сюда приехала, и, конечно же, мой сертификат здесь не особо котируется. Я пошла, узнала, какие тут есть курсы. Здесь Halk A-Team есть организация. Туда идете, и есть курсы по парикмахерскому искусству, есть курсы бухгалтерии, ну, в общем, много чего там есть. Я закончила 6 месяцев, взяла 2 сертификата, и по этому сертификату я могу работать в салоне, либо в дальнейшем еще несколько документов собрать, могу открыть свой собственный салон. Либо у вас, если вы не хотите работать и учиться, у вас должна быть месячная, каждомесячная оплата сигорты, у вас должна быть за спиной сигорта. Девочка после смерти отца получает его пенсию, имеет право на ее пенсию, только есть там какие-то проценты. Если я не ошибаюсь, девочка берет 75, а нынешняя жена официально берет 25. Точно на 100% я не уверена. В общем, эта девочка пока не выйдет замуж, либо пока официально она не будет работать, она имеет право получать папину пенсию. Закон прав потребителей здесь тоже очень развит, но почему-то люди не обращаются, даже они не знают, где и что это за организация. В Турции она называется «Инсанын Хаккыны». У нас был такой один раз случай. У нас полетела новая печка, духовка. Мы ее купили новую, нам все сервис. Один раз сервис пришел, второй раз сервис пришел. Я уже не выдержала, я говорю, сколько можно уже ремонтировать эту печь? Я в конце концов купила ее новую. Я говорю, я хочу новую, мне поменяйте, пожалуйста. Они сказали, нет, не поменяем, только сервис. Ну, я говорю, давай ты муженек, и иди в эту организацию по правам человека. Сама нашла ему в интернете, сама его отправила с горем пополам, куда он не хотел идти. У нас, говорит, так не положено. Все везде положено, мои дорогие. В общем, пошел на эту организацию, написал туда заявление, и в оконцовке нам дали новую печку. Так что все здесь работает. Государство здесь помогает матерям-одиночкам. У меня вот у соседки, у нее 3 деток, она без мужа воспитывает их, не знаю, что там, развелись или что, в общем. Ей государство не только финансово помогает, но еще и она идет к Мухтару, это местные управляющие в определенном районе, берет у него каждый месяц молоко, памперсы, в общем, вот такая вся мелочевка. Также государство помогает одиноким старым женщинам. Одиноким в каком смысле? Да? Вот наша бабушка, бабушка моего мужа, у нее есть родственники, сыновья, но она живет в доме одна. Государство ей выделяет уголь, выделяет дрова, и она на всю зиму отапливается. Также у нее поломался холодильник или какая-то, в общем, техника у нее там полетела, и она позвонила в Белидие и попросила, чтобы ей как-то это организовали. И они пришли и принесли ей технику, правда, БУ, немножко старенького плана, но все же в рабочем состоянии. Также жена после смерти мужа имеет право получать его пенсию. Но если у них, конечно, нету, у этого мужчины нету дочери. В Турции также, если вы гражданин Турции, вы без проблем можете открыть свое дело. Платите налоги государству и спокойно работаете. С этим здесь абсолютно нет проблем. Вы можете открыть свою ферму. Кстати, помощь от государства, поддержка от государства для фермеров. Смотрите у меня в описании под видео, я вам обязательно оставлю ссылку. Вы можете здесь открыть парикмахерский салон. В общем, все, на что вы способны. Есть определенные некоторые условия с документами, конечно, эти все сертификаты все собрать, туда-сюда сходить, разрешение пару взять. Ну, в общем, это не такая уж большая здесь проблема. И открыть свое дело здесь довольно-таки нетрудно.
Человек с инвалидностью имеет большие здесь льготы. Одну из них я только вам скажу, потому что я сама лично столкнулась. Моя соседка, у нее мама по документам получает инвалидность, и государство этим людям делает 50% скидку при покупке машины. А как вы, наверное, слышали или знаете, в Турции машина стоит почему-то очень дорого. И, в общем, эта девушка купила своей маме, на свою маму машину, купила, конечно же, она себе, ну, в общем, с 50% скидкой. Она купила себе большой красивый джип. Телефон мобильный, если вы приехали с другой страны, если вы собираетесь здесь оставаться надолго или насовсем, вам обязательно нужно зарегистрировать свой мобильный телефон. Впервые я тоже здесь столкнулась, и я такое никогда не видела, не слышала. Если вы приехали ненадолго, то по истечению месяца его просто заблокируют. Вы имеете право им пользоваться здесь только месяц, но при этом вы должны заплатить за него госпошлину в государственном банке. Раньше была сумма небольшая, но сейчас немножечко, конечно, она поднялась. И обязательно должно быть у вас в паспорте, что был прилет в Турцию. В Турции нету детских пособий, здесь идет разовая выплата, с первым ребенком одна сумма, со вторым чуть больше, с третьим еще немножечко больше. Законы о детях, отношение к детям вы тоже можете посмотреть, я оставлю ссылку в описании под видео. Нельзя в Турции разговаривать по телефону в машине. За это тоже есть штраф. Моему мужу приходило уже это неоднократно. Но лично мое мнение, что это хороший закон. Наверное, вы слышали, кошки для них это, я не знаю, это ж какое-то святое животное. Кошек здесь нельзя не обижать, и ничего плохого им делать нельзя. Иначе вас тоже могут посадить в тюрьму. Если кто-то на вас напишет и еще предоставит фотографию, что вы кого-то там, какую-то кошку там пнули или выкинули ее. Но, как по мне, извините, я этих кошек терпеть не могу. Выхожу один раз я с порога своего дома, у меня красивый такой тряпочка есть ручной работы, я на базаре купила ее. И не поверите, она мне наложила, еще мне закопала эту тряпочку. В общем, этих кошек они здесь боготворят. Так к собакам немножко здесь привзятое отношение. Собак они, видимо, боятся, потому что сколько я новостей, случаев смотрю, здесь собаки нападают на людей. И кормят они их почему-то только хлебом. При разводе, если у вас есть совместные общие дети, дети получают 75% имущества от отца, а жена получает только 25%. Если ребенок не усыновленный, в смысле от первого вашего брака, ему, конечно, ничего не положено. Ататурк и все разговоры о нем должны быть, либо вообще их не должно быть, либо должны быть только в уважительной форме. Также отношение к флагу. Флаг это для них очень важно, они очень к нему трепетно относятся, очень с уважением, с гордостью, потому что красный цвет флага означает вся пролитая кровь за историю Турции. Турк, есть такой закон о его неприкосновенности. Малейшее не то слово, если вас кто-то сдаст, если на вас кто-то напишет, вы просто пойдете в тюрьму. Вышел тоже новый закон Сейчас чистят социальные сети. Всю негативную, всю недостоверную информацию за это тоже могут посадить. Без моего ведома, моей фотографии кто-то поделился, за это тоже можно сесть в тюрьму. У меня был такой случай, не у меня, у нашей родственницы. Одна ее родственница сидела, пила чай с каким-то мужчиной в кафе, и ее недоброжелательница сзади ее сфотографировала и поделилась с другой недоброжелательницей. И получилось, что, в общем, эта девушка, которую фотографировали, она пошла написала на ту, которая ее сфотографировала, с кем-то поделилась, пошла написала на нее заявление, что так-то, так-то распространяют ложную информацию. Эта девушка, которая ее фотографировала, был суд, и потребовала от нее
5000 лир. Та, в общем, женщина хотела ей выплатить, но почему-то наша родственница отказалась. И, в общем, чем это кончится, не знаю. Будет второй суд, будут решать, что там деньги, или, может быть, посадят ее. Я даже, честно, не знаю конец. Но как-нибудь, чем кончится, я вам потом попозже расскажу. Закон о женщинах, он здесь тоже работает. Если женщина пойдет пожалуется, что ее муж избивает и еще при том покажет свои факты, то с этим мужчиной церемониться не будут. Либо у них будет дистанция, у меня вот у знакомой тоже одной, у меня их вообще в принципе много тут знакомых турчанок. В общем, она развелась с мужем, он ее домогался и преследовал везде. И уже там получилось, что чуть ли уже не с милиционером она тут ходила. Ну, в общем, если вам было полезно это видео, обязательно подпишитесь на канал и обязательно для поддержки канала поставьте лайк.